Ты видел ее тысячи раз. На платформе фуры, во дворе стройки, штабелем вдоль порта, стальной ящик, крашеный в один цвет с гофрированными боками. Считается, что это одно из главных изобретений 20 века. И это правда. Только изобретением была не коробка. Коробки возили и до нее, десятилетиями. Они ничего не изменили. Возьми обычный 40-футовый контейнер. Стенка у него – стальной лист толщиной около 2 мм, тоньше спички. Проткнуть отверткой нельзя, но погнуть ладонью, если упереться, вполне. Сверху на такой коробке в море может стоять еще 8 таких же, полные. Это почти 200 тонн над головой. А на крышу этого контейнера нельзя поставить даже мотоцикл. Крыша не рассчитана. 200 тонн сверху и крыша, которая не держит мотоцикл. Оба факта верны одновременно. Значит, вес идет куда-то мимо. Сегодня разберемся, куда и почему настоящим изобретением здесь оказалась не коробка, а отверстие в ее углу. Мы смотрим на контейнер и видим емкость. Стены, пол, крыша, дверь. Прочность, по нашей логике, живет в стенках. Чем толще, тем крепче. Здесь наоборот. Вся нагрузка сверху проходит сквозь коробку по 4 столбам в углах и через 8 стальных литых кулаков, по одному на каждый угол. Стены при этом не держат ничего. Контейнер не ящик, это рама, на которую натянута обшивка от дождя. В прошлый раз мы разбирали корпус судна и выяснили, что он держится, потому что гнется. Сегодня спускаемся с палубы в груз. И здесь прочности в привычном смысле нет вообще. Есть маршрут, по которому идет сила. Тут разбирают вещи, которые все видели, но никто не рассматривал. Если это твое, подписка не помешает. К концу разбора ты будешь знать 2 ответа. Куда девается вес 200 тонн и почему человек, придумавший главную деталь мировой торговли, не заработал на ней ни цента по собственному решению. 26 апреля 1956 года. Порт Нью-Йорк, Нью-Джерси. От причала отходит переделанный танкер «Идеал X», а на палубе у него 58 стальных кузовов. Через 5 дней он придет в Хьюстон. Погрузка заняла меньше 8 часов. Чтобы понять, что это значит, нужна вторая цифра. Тонна груза на обычном судне обходилась при погрузке почти в $6. Здесь в 16 центов. Не на треть дешевле, примерно в 37 раз. Кажется, дальше история должна закончиться сама собой. Все увидели цифры и перешли на коробки. Не перешли. Потому что задача перевозки не в том, чтобы сложить груз в ящик. Она в том, чтобы ящик можно было передать с одного вида транспорта на другой, не разбирая. А для этого коробка должна совпадать со всем миром сразу. Здесь все и упиралось. У Маклина контейнер был длиной 35 футов, потому что столько было у его грузовиков. У тихоокеанской компании Матсон 24 фута, у нее другие расстояния и другой груз. У Грейс Лайн 17. У американской армии свои, 40-футовые. Каждый размер тянул за собой свое судно, свой кран и свое шасси. Контейнер с чужого корабля некуда было поставить. И оставался второй вопрос, который кажется мелким, а решает все. Как эту коробку хватать? Ящик надо зацепить краном, снять, поставить на соседний, скрепить так, чтобы штабель не разъехался в шторм, потом отцепить и поставить на грузовик. Тросами это делается через людей. Кто-то лезет наверх накинуть, потом лезет снять. Умножь на 1000 коробок и на каждый порт планеты. Экономия в 37 раз съедается людьми, которые лазают по штабелю. Так что задача была не сделать хороший ящик. Задача была сделать угол, одинаковый у всех, за который любой кран в мире возьмет любую коробку без человека рядом. Начнем с того, куда девается вес. Представь стопку стульев в актовом зале. Держит ее не сиденье и не спинки, а ножки, которые встают точно в ножки нижнего стула. Контейнер устроен так же. 4 угловые стойки – это ножки, все остальное – сиденье. В каждом из 8 углов варен литой стальной блок. Внутри он полый, а снаружи в нем прорезаны овальные отверстия, по одному на каждую плоскость угла. Отверстие небольшое, примерно 12,5 см в длину и 6,5 в ширину, меньше ладони. Этот блок называется угловой фитинг. Он и есть главная деталь. Когда один контейнер ставят на другой, их фитинги совпадают. Вес верхней коробки собирается в ее 4 нижних углах, переходит в 4 верхних угла нижней и уходит вниз по стойкам, потом в следующую коробку. И так до палубы. Груз внутри лежит на полу, пол опирается на нижнюю раму, рама на те же 4 угла. Вся тяжесть мира идет по 4 линиям. Теперь цифра, ради которой это все. Каждую угловую стойку при испытании нагружают силой 86 тонн. 4 стойки – почти 346 тонн на одну коробку. Откуда взялось именно столько, стоит разобрать, потому что там спрятана вторая важная вещь.
Берем 8 контейнеров сверху по 24 тонны каждый. Это 192 тонны. А потом все это умножают на 1,8. Множитель на качку. Стандарт заранее исходит из того, что в море груз станет тяжелее самого себя почти вдвое. Когда судно проваливается с волны, все, что на нем стоит, на мгновение сильнее давит на опору. Поэтому в цифре 86 тонн, на угол почти половина, не груз, а море. Оговорюсь честно, это испытательная нагрузка, проверка на стенде, а не то, что стоит сверху каждый рейс. Тот же расчет, без запаса на качку, дает около 52 тонн на угол. Разница – ровно тот множитель. Осталась вторая половина изобретения – отверстие. В него входит замок, который называется твист-лок. Устроен он как крышка термоса, вставил и повернул на четверть оборота. Внутри фитинга поворотная головка встает поперек отверстия, и вытащить ее больше нельзя. На разрыв такой замок держит 20-25 тонн. Дальше начинается то, ради чего все затевалось. Крановая рама, спредер, несет 4 таких замка по углам. Она опускается на контейнер, замки сами входят в отверстие, поворачиваются, и коробка висит. Ни один человек не поднимается на штабель. Тем же замком контейнеры соединяются между собой в стопке, им же крепятся к палубе и к автомобильному шасси. Одна геометрия отверстия работает на кране, на судне, на поезде и на грузовике, во всех странах. А гофр на стенке нужен по той же логике, что волна на профлисте забора. Тонкий лист сам по себе хлюпает, а сложенный волной держит форму. Стенка тут защищает груз от дождя и вора, и только. Я считаю, что это и есть самое недооцененное место всей истории. Мы привыкли, что изобретение — это вещь — мотор, лампочка, ящик. А здесь изобретением оказалась договоренность о размере дырки. Сталь вокруг нее может быть какой угодно, и она у разных заводов разная. Неизменны только углы и расстояние между ними. Вещь можно скопировать. Договоренность приходится соблюдать всем сразу, иначе она не работает ни у кого. Теперь честный вопрос. Откуда взялась уверенность, что 8 коробок сверху — это нормально? Контейнеры не считают, их ломают. Есть стандарт с номером 1496. В нем больше десятка испытаний, и каждый тип контейнера проходит их физически. Стойки давят сверху расчетной силой, раму скручивают по диагонали, стенки толкают, крышу нагружают, пол проверяет колесом груженного погрузчика, коробку поднимают за верхние углы, потом за нижние. Проходит, тип идет в серию, не проходит, не идет. А вот со стандартом на сам размер вышло сложнее, потому что тут ломать нечего, спорят люди. В 1961 году Международная организация по стандартизации собрала технический комитет по контейнерам. Спор шел 9 лет. Американцы держались за 35 и 40 футов. У них под это уже были построены суда. Европейцы тянули к меньшим. Узкие дороги, тесные тоннели. Договорились в 1968-м. Ширина 8 футов, длина 20 или 40. Отдельным документом закрепили угловой фитинг, те самые отверстия и расстояние между ними. Но и это не сработало бы, потому что замок был чужой собственностью. Человека, который его придумал, звали Кит Тентлингер. Родился в Калифорнии 22 марта 19 года. За жизнь получил 79 патентов. Патент на этот замок выдали ему 27 марта 62. А в 63-м он уговорил работодателя отдать права бесплатно. Не продать, отдать. Только после этого чертеж угла стал общим для всех заводов планеты. Вся эта схема опирается на одно допущение. Сила идет сверху вниз. В море такого не бывает. Судно кренится, и штабель наклоняется вместе с ним. Вес перестает давить строго вдоль стоек. Часть его начинает тянуть коробку в бок, стараясь сложить прямоугольник в параллелограмм. Вот тут и находится настоящий предел. Вдоль стоек контейнер держит около 85 тонн, поперек — около 15. Разница почти в 6 раз. От складывания штабель держит замки между коробками и стальные штанги, которыми стопку притягивают к палубе. Штанги короткие, они достают до низа 3-го яруса, а при наличии крепежного моста — до 4-го или 5-го. Выше стопка держится только замками. А ярусов на палубе современных судов бывает 10. 30 ноября 2020 года судно Ван Апус шло из Южного Китая в Лонг-Бич и в 1600 милях от Гавайев попало в шторм. Его раскачало с борта на борт. За борт ушли 1816 контейнеров, еще около 1000 остались на судне поврежденными. Из людей не пострадал никто. Такое случалось и раньше. В 98-м другое судно попало в тайфун и лишилось больше 700 контейнеров из 4000. После него опасную раскачку стали изучать всерьез.
Но самое неприятное в потерях контейнеров не шторм. На мой взгляд, дело в цифре, которая в этой системе всегда была самой слабой. В 2007-м британские исследователи взвесили 660 контейнеров с палубы одного судна. У 137, у каждого пятого, вес отличался от заявленного больше, чем на 3 тонны. Самое большое расхождение составило 20 тонн. В сумме груз оказался на 312 тонн тяжелее, чем было записано. Стойку проверяют на стенде с точностью до килограммов, а в стопку ее ставят по бумажке, которую заполнил отправитель. Пропорцию дам сразу, чтобы не создавать ложного впечатления. В 2024 году в мире потеряли 576 контейнеров при более чем 250 миллионах перевозок. Система работает, просто ее слабое место не там, где кажется. Осталось последнее, и оно меняет отношение ко всей истории. Стандарт победил не потому, что был лучшим, он победил потому, что его отдали. Размеры, которые сегодня держат мировую торговлю, выбраны компромиссом больше полувека назад. 8 футов ширины взялись из американского полуприцепа 50-х. Не из физики и не из расчета, а из того, что тогда уже ездило по дорогам. У этого выбора есть цена, которую платят до сих пор. Европейский поддон 1200 на 800 мм. В европейский полуприцеп 2 ряда таких поддонов встают идеально, борт в борт, а в морской контейнер, ширину которого выбрали в другой стране под другой грузовик, не встают. Остаются щели, и в каждом рейсе едет немного воздуха. Настолько заметно, что появились отдельные контейнеры чуть шире стандартных специально под поддон. Отклонение от стандарта, придуманное, чтобы обойти сам стандарт. Второй след того же решения в счете. Мировые перевозки до сих пор считают в 20-футовых единицах, хотя возят в основном 40-футовые. И поменять это уже нельзя. Не потому, что никто не видит недостатков, потому что менять пришлось бы все сразу. Суда с их ячейками, краны, шасси, склады, поезда, замки. Стандарт, который однажды приняли все, становится прочнее любой стали в конструкции. В этом и поворот. Мы разбираем коробку и находим внутри не инженерное решение, а соглашение. Инженерия здесь 4 стойки и 8 литых углов. Ее можно посчитать и испытать. А работает все это потому, что 12,5 см на 6,5 одинаковы в каждом порту мира. Вернись к той коробке, с которой мы начали, к обычному ящику на платформе фуры, мимо которого проезжаешь и не смотришь. Теперь ты видишь не ящик, а раму. 4 стойки, 8 углов, отверстия меньше ладони в каждом. Стенки к делу отношения не имеют, они от дождя. И почти любая вещь в твоей комнате однажды висела на этих 4 отверстиях. За них ее брал кран, ими она держалась в стопке над океаном. Меня в этой штыр занимает не механика, а решение одного человека. У Кита Тентлингера был патент на деталь, без которой контейнерная перевозка не работает. Он мог получать деньги с каждого замка на планете, а замков этих сегодня миллионы. Вместо этого он убедил компанию отдать права даром. Пока замок чужой, общего стандарта не будет, а без общего стандарта не будет и всей затеи. На мой взгляд, это редкий случай, когда человек правильно оценил, что именно он изобрел. Не деталь, возможность договориться. Мир, кстати, договорился далеко не обо всем. Про розетки мы до сих пор возим с собой переходники, а про эти 12,5 сантиметров договорились один раз и навсегда. Напиши в комментариях, что удивило больше, что вес идет мимо стен и крыши, или что главную деталь мировой торговли отдали даром. Это была «Механика мира». Подпишись, чтобы не пропустить следующий разбор.